все больше цифровых всяких дизайнеров думают о том, что все очень легко поправить, и из-за этого ощущения качество снижается. А если бы вы не провели это исследование и не выяснили, что ваши пользователи занятые люди куда-то спешат, вы бы увеличивали количество шагов, что ли? То есть в чем польза этого исследования? Там я получил такой ушат говна, какого я ни за одну свою работу не получил. Смысл моей работы не в том, чтобы линии двигать и гнуть, а в том, чтобы понять, чего я хочу в результате увидеть. Я думаю, господи, да почему ж тебе не плевать на Тёмино мнение? Если ты хочешь заниматься, занимайся. Если не хочешь, не занимайся. При чем тут вообще студия Лебедева? Привет, меня зовут Саша Устинов. Это подкаст «Добр-дабр» про дизайн. Начинаем третий сезон подкаста. И классно начинаем с Ильей Бирманом. Он оказался здесь, в Белграде, на форуме. И вот спасибо тебе большое, что ты согласился прийти. Спасибо, что позвал. Попробуем сегодня поговорить про дизайн в целом и про дизайн навигации для городских проектов. Может быть, еще про что-то посмотрим. Как ты добрался? Все ли хорошо? Как ты выступил? Да, спасибо, все хорошо. Я впервые, во-первых, за вот последние 4 года прилетел прямым рейсом из России, из Питера в Белград, просто этим Air Serbia. Вот. Новые ощущения, конечно, что можно без Стамбула обойтись или Еревана. Да и так, все нормально. Выступил, да вроде весело тоже было. Мне кажется, было классно, что ты выступление свое как раз, точнее, посещение Белграда у тебя так совпало как раз с тем, что это был урбанистический форум, потому что мне кажется, что здесь тема урбанистики, она сейчас проходит примерно то же самое, что в России, может быть, было там в каких-нибудь 10-х или там, может быть, 14-х годах. Да, потому что вот есть вот эта вот история опять про машины, про пешеходов, про то, что давайте сделаем зелень или не сделаем зелень, чтобы вот при реконструкции каких-то городских пространств и так далее. И мне кажется, что про навигацию в этом смысле здесь еще меньше думают, потому что более глобальные какие-то вопросы пытаются решить и разобраться. Вот. Но с другой стороны, если взять, например, Нови Сад, где я живу, то там другая история совершенно, чем в Белграде. С 90-х годов они там вложились в инфраструктуру, там огромная инфраструктура для велодорожек, для велосипедистов. Вот, и это интересно, насколько разные здесь истории в городах. Вот. Хорошо, расскажи, может быть, немножко контекст. Я думаю, тебя все про это спрашивают, почему навигация, почему навигация именно с точки зрения дизайна, почему ты решил, что это важно, интересно? Мне кажется, я не решал, она просто как-то со мной случилась. Как вот бывает, что почему-то что-то людям нравится делать или что-то их как-то заботит, беспокоит. Вот со мной как-то это случилось. Но, во-первых, мне кажется, что для любого дизайнера какие-то вот такие элементы, там, не знаю, всякие там стрелочки, иконочки, знаки, они как-то больше значения имеют, чем для нормальных людей. То есть даже если ты не занимаешься навигацией, занимаешься, там, не знаю, какой-нибудь идентикой или там вебом или чем-то, все равно ты больше замечаешь таких деталей и там в городах, и, не знаю, в пространствах разных, чем просто другие люди. Ну, а плюс мой какой-то интерес просто к проектированию каких-то систем, видимо, как-то вот одно с другим смешалось, и поэтому кажется клево, когда ты можешь придумать систему, в которой ты средствами, в том числе какого-то дизайна графического, там, типографики, еще чего-то, делаешь так, чтобы люди шли куда надо, или садились на нужный поезд, или там что-то находили, или просто у них было ощущение, что тут о них подумали, тут есть некий порядок, все подписано. То есть это все-таки желание сделать мир удобнее, лучше, чище. Да черт его знает, наверное, но это... Мне вот кажется, знаешь, чем отличается дизайнер, который действительно любит дизайн, от просто ремесленника, потому что дизайнер, который действительно любит дизайн, пытается расширить вот это поле дизайна, воздействие дизайна на окружающую среду. Да. И, наверное, для него, может, даже не очень важно, это интерфейсы, цифровое что-то, или это что-то, материальное, то есть просто хочется все вокруг себя немножко сделать лучше, чем оно естественным образом сложилось. Да, в этом есть какая-то элегантность, что ты что-то вот подкрутил, и вдруг все стало как-то, знаешь, вода типа потекла по более прямой дороге, условно говоря. И то же самое в интерфейсах, и в навигации, то есть ты там где-то что-то поменял, и все, тут вот больше
люди в этом месте не тупят или там не ошибаются при вводе в этой форме какого-то значения или еще что-то. Или там больше людей готовы это сделать, или туда пойти, или там заглянуть в этот магазин. И ты когда понимаешь, что как будто это в твоей власти немножко, ну, что-то в этом есть, я не знаю. Но это, очень близкое ощущение к ощущению с программированием. Вот, типа, знаешь, есть люди, которые думают, что программирование — это какая-то скукота, а есть люди, которые поняли, что программирование — это чистый кайф. И я думаю, что вот это ощущение, ты его либо в какой-то момент поймал, вот это чувство власти, что ты не просто что-то делаешь, а то, что ты делаешь, имеет какой-то эффект, что ты что-то поделал, и вдруг компьютер делает ровно то, что тебе надо. И тут вот тоже очень похоже, что ты типа что-то настроил, и вдруг люди там перестали тупить. Люди идут и не задают вопросов охраннику, а сразу идут, куда им надо. И это, не знаю, вот это какое-то очень прикольное ощущение. Это интересная мысль очень. Но мне кажется, что твой опыт программиста, он как раз тебе помогает в этом смысле, когда ты работаешь с навигацией, но с выстраиванием этой системы. Вот, потому что это же большая логическая работа предварительная, да? Для того, чтобы понять какие-то закономерности, понять какие-то смыслы, потом это все придумать, как это показать, подать, потом понять, как это должно работать, ну и так далее. Вот, то есть это такой, сначала есть метауровень, потом все остальное. Вот, и это, кстати, интересный момент, потому что есть как будто бы много ребят, которые, дизайнеров, которые делают интерфейсы или делают, знаешь, какие-нибудь там, не знаю, для Behance какие-нибудь шоты, еще что-нибудь, и в этом себя проявляют, но как будто бы гораздо меньше дизайнеров, которые пытаются вот прямо среду вокруг себя визуальную улучшить, и на этом концентрируются. Ты не думал никогда, почему так происходит? Почему дизайнеров, которые там рисуют схемы, карты или там даже таблички просто какие-то меняют, их гораздо меньше, чем тех, кто делает какие-то цифровые штуки или там плакаты, например. Да, мне кажется, это не специфично для дизайнеров, но в целом людям свойственно, мне кажется, в среднем меньше как-то думать о том, что они на что-то влияют вокруг, и просто вот у них какая-то работа, кто-то, не знаю, улицы подметает, кто-то там такси водит, кто-то что-то еще делает, а кто-то вот дизайнит какие-то там интерфейсы те же или плакаты. То есть он не думает о том, что на этот момент там влияет на какую-то среду. Он просто, вот у него есть какая-то задача, будет какой-нибудь джазовый фестиваль, ему нужно нарисовать афишу. Вот ему дали задание, он сел, нарисовал. Он не думает в этот момент, как он вообще повлияет на там, не знаю, культуру рисования афиш в этом городе или в этой стране, или в мире там музыкальных фестивалей. То есть эта сфера, например, навигации для общественных пространств, она вот требует как раз понимания, что ты можешь на что-то повлиять. То есть целеполагание должно быть немножко другим. Не решить какую-то задачу, которую перед тобой поставил менеджер или там, не знаю, ты сам себе поставил ее, да, а, пример с фестивалем, о котором ты говоришь, а подумать о том, что ты можешь на что-то глобально повлиять. Или в каком-то своем микрорайоне повлиять, например. Ну да, но может быть это иллюзия, то есть может быть это на самом деле ни на что не повлияет, но как будто ты либо так об этом думаешь, либо ты думаешь о каждой работе как о каком-то экземпляре, там, примере чего-то, иллюстрации какого-то подхода, да, какого-то решения, какого-то взгляда на проблему, который потом еще тебе 10 раз пригодится, не только сам по себе, но и как некий вот пример действительно чего-то. Потом ты в книжке напишешь, там, в каком-нибудь форуме расскажешь, как ты это сделал. То есть в этом много смысла. А может, для тебя, да, но может оказаться, что в реальности это не имело такого эффекта, и там люди, подумали, просто какая-то афиша, господи, там еще на стене висит 500 других, там какие-то из них отклеились, ничего существенного. То есть это не обязательно должно значить, что сами работы, которые ты делаешь, они какие-то великие. Но это просто какое-то твое отношение, и со стороны это может сказать, что он больной просто. Меня не смущает, мне нравится. Помогает ли тебе твой опыт дизайнера интерфейсов создавать навигацию? У нас вот даже в нашем курсе лекция навигации, который мы там с Артёмом Горбуновым готовили, и там вот сейчас есть на сайте бюро, можно его подписаться на него. Там, по-моему, чуть ли не в первой лекции я рассказываю о том, что мы на навигацию смотрим как на интерфейс пространства. Как вот мы там про интерфейсы говорим в курсе об интерфейсах, что интерфейс зло, да, что в идеале он не нужен, что это просто вот из-за того, что
что человеку с машиной как-то надо взаимодействовать пока что, да, там она не умеет читать мысли, приходится там какие-то кнопки, рычаги, там еще что-то, но в принципе это сам по себе он не нужен. То же самое с навигацией. То есть, в принципе, если бы ты просто знал, где что находится, просто каким-то чудом понимал, что вот это твой поезд, или там что-то еще, или что твой магазин, вот сейчас на этом эскалаторе поднимешься в торговом центре, и там он будет, то, значит, не нужны никакие знаки. То есть они нужны только потому, что магию пока не изобрели. И в этом смысле очень похоже. То есть ты точно так же подходишь к проектированию с точки зрения того, что ты пытаешься понять, какие там вообще сценарии возможны, с какой задачей или вопросом человек приходит в твое какое-то пространство, что его волнует, что он хочет понять, а с другой стороны, что там какой-то бизнес, если он существует, хочет от этого человека, да, если это торговый центр, то значит человек-то, может быть, хочет зайти и просто купить там себе что-то по кратчайшему маршруту и уйти, а торговому центру важно, чтобы он зашел в какой-нибудь там закоулок, где у него и так аренда самая дешевая, потому что туда никто не заходит, и скоро вообще все съедут, а надо, чтобы люди как бы и туда зашли, чтобы посмотрели, что там магазин. Значит, тебе надо придумать, как хотя бы, чтобы человек знал, что там в закоулке тоже что-то есть. И вот ты вот эти все штуки пытаешься совместить, и из этого у тебя получается как раз вот этот интерфейс. Просто тут он реализуется не кнопочками, а табличками, там, какими-то знаками. Мне кажется, что есть разница одна, да, между цифровым и реальным интерфейсом, тем, что ошибки в цифровом интерфейсе как будто бы менее трагичны, чем в реальном. Ну, потому что, во-первых, их можно быстрее поправить, можно получить там обратную связь и быстренько их там поменять. А в реальной жизни, если там какие-то таблички там везде расклеены, гораздо сложнее это все пойти и переделать. В связи с этим, есть ли какая-то особенность тестирования того результата дизайнерского, который получается, для того, чтобы уменьшить количество ошибок? Какая-то, может быть, точка, к чему вы прибегаете, когда вы что-то делаете? Проверяете, насколько это работоспособно? Ты знаешь, мне кажется, с одной стороны, то, что ты говоришь, совершенно справедливо и логично, и сложно опровергнуть. Но с другой стороны, у этого есть такой побочный эффект, что все больше цифровых всяких дизайнеров думают о том, что все очень легко поправить, и из-за этого ощущения качество снижается, потому что нету какой-то ответственности, ты такой, ну ладно, сейчас выкатим уже как получилось, пофигу, что там все. Быстренько сделаем какой-то тест. Да, ну типа, если что, исправим. И вот это если что никогда не случается. Просто все становится все хуже и хуже, да, потому что всегда можно поправить потом, и потом не наступает. А в физической какой-то навигации все равно, ну или вообще в любой физической штуке, да, там книжку нужно отправить в печать, ты все равно, ты поскольку понимаешь, что если там будут опечатки, то все, то ты намного тщательнее перепроверяешь, и ответственность больше. И это влияет на качество. Хочется вот эту мысль как-то немножечко отодвинуть в сторону, чтобы все-таки дизайнеры не думали о том, что можно было легко поправить. Легко поправить, да. Хочется как-то цену этих правок вырастить, просто чтобы как бы этот побочный эффект устранить. Что касается тестирования, то, ну, конечно, в цифровых штуках проще все померить, особенно если у нас там есть какие-то вот показатели, которые нас волнуют, типа там, не знаю, количество скачиваний чего-нибудь, или там количество там переходов на какую-нибудь страницу, или там, не знаю, сколько времени человек провел, прежде чем снес приложение. Все это легко померить, можно, особенно на больших цифрах ты можешь увидеть, что мы там что-нибудь выкатили, бац, там какой-нибудь график пошел вниз. Это да. А в физическом мире мало того, что сам цикл вот этой обратной связи, он намного дольше, то есть ты не можешь просто взять и там перевесить кучу указателей, если что. Но даже если бы представить, что это было легко, мы же можем там повесить какие-нибудь экраны, да, уже недорогие, там, или легко сменяемые какие-то штуки, и часто и делаем это. Намного сложнее померить. Как ты поймешь? Это в каком-нибудь приложении, там какие-нибудь переходы или время ты можешь померить. А вот как ты поймешь, стало ли людям удобнее ориентироваться? Ну, во-первых, люди не всегда спрашивают, если они что-то не понимают. Во-вторых, даже если они там спрашивают у охранника, это же надо как-то придумать эксперимент, как-то сравнить, стали ли спрашивать меньше у охранника. А может, там просто охранник сменился, раньше стоял приветливый, а теперь хмурый, и поэтому к нему не подходят, а вовсе не потому, что у тебя навигация стала лучше.
И это очень сложно. То есть просто понять, как все померить, иногда это отдельная большая задача. То есть все-таки ты думаешь, что здесь важен опыт дизайнера, который занимается этим, тем, что он уже настолько у него большая экспертиза, что он какие-то вещи понимает, как лучше сделать, да? Я думаю, да. Я думаю, что важно изучать весь опыт вообще, какой есть, там, читать, не знаю, какие-то примеры и все такое, разбираться, что там происходит, и потом пытаться применить его к твоей конкретной ситуации, понять, какие из изученных тобой деталей тут вообще подходят или нет. И, кстати, иногда это не дает ответов, но это дает способ придумать, как потом померить. То есть хотя бы, когда ты понимаешь, а в чем именно у людей тут бывает затык, или какие именно там проблемы решали какие-то другие люди в своей ситуации, ты думаешь, вот что мы спросим у охранника, или там вот как мы проверим, туда ли пошли люди. То есть это такие антропологические полевые исследования немножко. Да фиг его знает. Я как только звучит слово исследование, я сразу чувствую, что я некомпетентен, не знаю, как это все называется. Вот, поэтому, наверное, можно так назвать. Общаться с людьми, спрашивать их. Ну да, мне вот такое комфортнее. А личный опыт дизайнера важен? Например, ты должен сам пройти ногами какие-то маршруты и посмотреть их. Вот условно, когда вы делали, например, для того же ташкентского метро, ты же, наверное, туда не ездил, не ходил там? Я туда ездил. Нет, когда вот мы рисовали саму схему, вот с Тимуром, меня там не было, но там Тимур прожил уже долгое время, и я много ему вопросов задавал. И вот мы нарисовали схему. И потом, как бы то, что я вот рассказывал в подкасте как раз ташкентском, как-то так получилось, что собрала какие-то лайки, вроде людям она показалась окей, нас позвали делать навигацию, и, конечно, я тогда уже прилетел, и меня там поводили и по метро, и вообще по городу, и какие-то там показали. А ты сам какие-то на себе сценарии отрабатывал, наверное, да, и смотрел, насколько это вообще работает, не работает, понятно, непонятно, на что стоит обратить внимание? Ну да, то есть я просто пытался прям конкретно, стоя в конкретной точке, смотреть вообще, вот если тут я повешу знак, откуда его будет видно, откуда не будет видно, фоткал там что-то под самыми странными ракурсами, которые в каких-нибудь архитектурных там статьях про ташкентское метро ты никогда не найдешь. А тут ты понимаешь, что вот если я отсюда смотрю, а вот я отсюда очень естественно смотрю, потому что я как раз с эскалатора спустился, а там какая-нибудь колонна мне загораживает то место, где вроде кажется очень естественно повесить знак. А нет здесь, на твой взгляд, какого-то искажения действительности? То есть, условно, смотри, ты человек с определенным ростом, с определенным зрением, условно говоря, и так далее. Там, условно, да, просто пример самый банальный приведу. Там население стареет, людей в возрасте становится все больше, 65+, основная масса населения, их зрение падает. Как вот такие вещи ты, например, когда работаешь, как с ними ты работаешь, как ты их отрабатываешь? Или это преувеличено, и всегда есть там дублирующая навигация, которая позволяет человеку подойти, посмотреть, если что-то надо? Видишь, вот я немножко растерялся от этого вопроса, потому что я не вижу, на что это конкретно может повлиять. То есть я размер шрифта, например. Да, я понимаю, что это первое, что приходит в голову, но я и так буду его делать настолько крупным, насколько возможно. То есть мне для этого не нужно представлять себя в шкуре там 70-летнего человека. То есть просто нет никакой причины его уменьшать, если его можно не уменьшать. И так. И поэтому мне кажется, что, ничего мы нового от этого не узнаем. Это вот часто же ты, например, я там постоянно смеюсь у себя в блоге над тем, что какое-нибудь очередное выходит, типа исследование там про интерфейсы, это постоянно, в которой общий мотив такой. Мы, значит, провели исследование, оказалось, что наши пользователи очень занятые люди, они очень спешат, и поэтому мы решили сократить количество шагов при заказе чего-нибудь. Ты такой думаешь, а если бы вы не провели это исследование и не выяснили, что ваши пользователи занятые люди куда-то спешат, вы бы увеличивали количество шагов, что ли? То есть в чем польза этого исследования? Мне кажется, что это просто помогает набить себе цену, может быть, за само это исследование еще взять каких-то денег с клиента, я не знаю. Очевидно же, что ты не будешь делать лишних шагов, что если ты придумал, как сделать ту же задачу меньшим числом шагов, меньшим каким-то числом вопросов, там, экранов, то ты это сделаешь. Либо есть какая-то польза в том, чтобы дополнительные шаги показать. Может быть, они о чем-то расскажут или что-то покажут, что человеку важно знать. Но так тогда ты точно так же можешь это исследованием каким-то обосновать. Выяснилось, что нашим пользователям важно знать параметры нашего, значит, кредитного предложения, и поэтому мы добавили экран про это. Например, ясный например, хрен. да, вот условно, я тебя буду вбрасывать просто.
немножко. Например, возьмем цвета, да, там, когда там в США выбирали цвета дорожных знаков, они там проводили какие-то исследования, поняли, что вот этот там их специфический зеленый цвет, он там воспринимается лучше, как они на тот момент считали. К примеру, там цвета линий или интенсивность цвета и там, и так далее, да, она может быть восприниматься там людьми, у которых там с возрастом восприятие цвета падает, не так хорошо. Они, может быть, не могут не видеть какие-то цвета, а мне кажется, цвета вот на схемах это вообще супер самое важное, потому что человек вообще часто просто по цветам ориентируется, куда ему пойти, потому что читать ему там некогда, сложно, неудобно. Вот. Ну, это просто тоже пример такой, да. Или ты, ну, там, скажи что-нибудь. Что? Нет, ну, в смысле... Делайте так, чтобы это было максимально заметно, ты хочешь сказать, да? Не, почему? Думайте про самый худший сценарий. Хочешь, чтобы навигация там не сильно о себе кричала. То есть она, с одной стороны, ну, надо, чтобы ты ее увидел, когда ты ее ищешь, а с другой стороны, чтобы она не портила вид всего остального. Особенно, если там какая-то архитектура интересна. В том же Ташкенте мы там очень много потратили времени на то, чтобы это вписывалось в среду. Потому что часто это даже близко не так. Например, в Петербурге, где тоже красивое метро, очевидно, там много станций, где вложено навигация много там сил в архитектуру. И там просто вот эти наклеенные полосы цветные поперек всего. Ну как же можно настолько-то безразлично ко всему отнестись? И при том, что ладно бы, если бы они сказали, зато у нас все понятно и все работает. Нам плевать на архитектуру, лишь бы люди ориентировались. Так там же еще и ни черта не понятно. Да. То есть плохо со всех точек зрения. Мне кажется, что все вот эти вещи, о которых ты говоришь там про цвета, ты это все изучаешь, внимательно учитываешь, все, что ты можешь узнать в конкретном случае, ты пытаешься узнать, показываешь там людям, которые с тобой это делают. Если можно показать конечным пользователям, как-то что-то у них услышать, тоже это делаешь. Но в конечном счете, ну, не будет такого, что ты скажешь ташкентскому метро, типа, ребята, давайте сейчас повесим, а еще поставим вот такие камеры, будем собирать такую статистику, там каких-то из этих социологов, да, там наймем, чтобы они правильно вопросы задали, померим в течение 2 месяцев, что мы узнаем, и потом на основании этого будем решать. То есть они тебя просто нафиг пошлют, типа, давайте уже делать. Решили делать, давайте делать. Не, ну, наверное, вначале, когда ты ментальные карты какие-то собираешь, там все равно важно узнать, по каким признакам люди ориентируются на местность, что для них важнее, что не важнее. Это в начале работы. Конкретно это ты на каждой станции отдельно. То есть у тебя есть общий образ схемы, с ним как бы все понятно. А вот на конкретной станции, когда ты хочешь решить, какие объекты тебе указывать на указателях выхода, что важнее, там, ну, ты как раз стараешься с местными поговорить. Типа, а что тут вообще, на что ты ориентируешься? Вот ты выходишь из станции, как ты вообще понял, с какой стороны проспекта ты оказался? Тебе называешь, а вот ты там увидел телебашню, или ты увидел вот там рынок, или еще что-то. Ты уже понимаешь, что это какие-то значимые объекты. Там еще политика какая-нибудь вмешивается, что тебе говорят, что типа нет, ну тут вот у нас там приемная президента, ее надо обязательно подписать. И ты такой, ну блин, а никто вообще не знает, как она выглядит, никто туда не ходит, например, из людей. Людям важнее рынок. Но, ну что поделаешь, то есть в этом решении вовлечены еще и люди, которым, если они не укажут приемную президента, а они работают там в каком-то ведомстве, им может по шапке прилететь. Значит, ты тоже это учитываешь. Может быть, она там у тебя становится не первым объектом в списке, просто отмечена, но... Вот, мне кажется, почему дизайнеры часто не хотят заниматься такими проектами, потому что очень много контактов с другими людьми. Тебе надо все время с кем-то разговаривать, что-то выяснять, проверять и так далее. Слушай, вот немножко отвлечемся. Для меня лично в метро самый страшный сценарий всегда — это в какую сторону пойти. Когда ты вот выходишь из метро и стоишь там, знаешь, на переходе, у тебя есть стрелочка направо, стрелочка налево, и там какие-то названия. И вот для меня я всегда практически путаю, ну не всегда, но это самый путанный для меня вариант, пойти туда, на эту сторону или на эту сторону. Там обычно подписывают какие-то улицы, еще что-то, но когда ты в городе не разбираешься, конечно, ты открываешь телефон, начинаешь смотреть, а где это? Мне кажется, это самый недореализованный сценарий практически везде, вот и, там, и в парижском метро, и в московском, и в других, там, и в ташкентском, и в питерском, и все время ты куда-то не туда выходишь, не на ту сторону улицы. Я не знаю почему. Ну да, особенно если это перекресток, у тебя там такой проспект, а там такая улица. Да. И куда бы ты из этих 4 сторон не вышел, у тебя все равно будет и то, и другое. Да. Что там писать, вообще непонятно. И там тебе пишут, что и туда у тебя какой-нибудь там проспект, не знаю, Ислама Каримова, и туда. И ты такой, спасибо, блин. И обычно я просто поднимаюсь наверх и начинаю смотреть на местности, если надо, перехожу. Но это вот единственное место, где это решено как бы железобетонно, это Нью-Йорк. Но
никто не поверит мне, когда я об этом расскажу, потому что для этого надо какое-то время там пожить. Там же они всегда сторонами света эти выходы отмечают. То есть на любой станции у тебя там типа NE, exit Это туда, было бы классно, кстати. там SE, exit типа туда, и все. И, соответственно, дальше, когда ты это кому-то рассказываешь, все тебе говорят, да блин, мы стороны света вообще не знаем, это вообще непонятно. И люди настолько уверены, что это вообще непонятно, что они не дают себе труда чуть-чуть задуматься о том, а почему вам вообще хоть что-то становится понятно. Нужно же как-то к этому немножко привыкнуть. Понятно, что если ты всю жизнь этого не видел, и ты приехал в Нью-Йорк там на 3 дня погулять, и ты видишь эти NE, ты даже не понимаешь, что NE означает Northeast, то тебе это, конечно, ни о чем не говорит. Но если ты немножечко поживешь, привыкнешь, то потом у тебя возникает суперсила. Ты выходишь из метро сразу на нужную сторону, да, не задумываясь, по 2 буквам. Там тебе не перечисляются никакие там Empire State Building, где-то они перечисляются, но тебе на них вообще плевать, потому что ты просто понимаешь, где ты хочешь оказаться, и просто выходишь на нужную сторону. Это, мне кажется, еще связано с сеткой улиц у них, что это там северный юг, западный да. восток. Но с другой стороны, сам Манхэттен, он же там чуть-чуть наклонен, то есть это как бы некая условность. Но это хорошая история, да. И мне кажется, это, наверное, почти единственный вариант хоть как-то тебя сориентировать, куда идти. Либо если повезло, что вот конкретно здесь есть какой-то супер известный ориентир всем, да, что там дворец, съездов чего-нибудь. Все такие, дворец съездов я знаю. Вот ты хорошую тему затронул, что по-настоящему понимать начинаешь супер силу дизайна и ценность дизайна, на мой взгляд, только тогда, когда ты много где был, и желательно еще был в какой-нибудь стране, язык, который ты там не очень хорошо знаешь. И тогда ты вот как раз понимаешь, отрабатывает сценарий вообще, там какой-то сценарий, дизайн-сценарий или нет. Но это вот, знаешь, вот там, не знаю, в Макдональдс заходишь, ты всегда понимаешь, что произойдет с тобой в Макдональдсе, плюс-минус. То есть это прям спасает, это настолько снижает когнитивную нагрузку на тебя, настолько меньше испытываешь стресс. В общем, я до этой мысли дошел только когда вот там начал жить в Сербии, потому что там, когда перемещаешься, даже как турист, у тебя нет такого стресса такого большого. И это вот как раз о том, почему дизайн супер важен, потому что он очень сильно, а дизайн навигации в том числе. Но мы же сейчас говорим про дизайн навигации не в смысле стрелочек и карт, а как то, о чем ты говоришь, сценарий. То есть это сценарий того, как человеку себя вести, который ему помогает там ориентироваться, там миллион, может быть, всего. Вот. И настолько это сильно снижает когнитивную нагрузку и стресс на человека. И вот ты вот это понимаешь только тогда, когда ты выходишь условно из привычной своей зоны обитания и попадаешь в что-то новое. И здесь дизайн прям может очень сильно помочь или может тебе абсолютно никак не помочь, только тебя еще сильнее загнать в состояние, боже мой, я не знаю, куда идти здесь по этим указателям. Как вот ты там прилетел в Белград, там 2 стрелочки, да, там такие, ты такой, господи. Но это, кстати, ты знаешь, что это не белградская особенность, это же французская компания, которая управляет аэропортом. У нее, например, есть точно такие же стрелочки в Лиссабоне. То есть там те же самые иконки без рук на туалетах, там, условно. Они, кстати, прикольные, что-то у них есть. Да. Но, как бы, с другой стороны, немножко пугающе, кажется. Вот. И у них, видать, какой-то есть просто гайд какой-то внутренний, какой-то набор элементов, и они просто его шарашат везде, где они управляют аэропортами, и мне кажется, они не особо учитывают ни культурные особенности никакие, ни какие-то особенности, может быть, шрифта или еще чего-то. Потому что очевидно, что, например, в Лиссабоне своя там визуальная культура и привычка к восприятию, а в Белграде, я думаю, совершенно другая. И это как раз вот к вопросу о том, насколько, как ты считаешь, важно изучать не только какие-то рациональные вещи, такие как, там, я не знаю, пассажиропоток или там ориентиры, а погружаться еще и в культурную среду того места, для которого ты делаешь, например, дизайн схем, навигации и так далее. А вот думал ли ты об этом? Как ты с этим работаешь? Вообще важно ли это, на твой взгляд, или нет все-таки? На мой взгляд, это очень важно, но тут главное... Вот меня немножко как бы смутило, когда ты сказал вот про это сравнение Лиссабона с Белградом, что типа разные какие-то культурные особенности. Все-таки, когда мы делаем навигацию в аэропорту, мы же ориентируемся не только на местных, а на туристов в том числе. Соответственно, если кто-то прилетел из Лиссабона в Белград или наоборот, хорошо бы, чтобы он там чувствовал себя в своей тарелке. Вот, поэтому с этим нужно осторожно. Мне кажется, есть какой-то слой
стилистический и есть какой-то слой вот, ну, содержательный, информационный. И нужно их для себя разделять. То есть если ты рисуешь какую-то там пиктограмму чего-нибудь, то она может быть там как-то стилизована в каких-то деталях, которые не влияют на общее понимание того, что это там багаж, не знаю, вылет, таможня или что там еще бывает в аэропорту, туалет тот же. И если даже в какой-то конкретной культуре вот что-то выглядит не так, или есть какой-то там свой образ, который тут все местные поймут, а другие не поймут, то лучше использовать более универсальный. А как раз вот это, ну, слияние со средой решать на каком-то другом уровне, может быть, в каких-то мелких деталях. Но это вот к тому же разговору про там, Петербург, да, или Ташкент, где вот мы там вникали в то, как все выглядит. То есть очень хотелось, чтобы люди в Ташкенте, когда мы это все повесили, не воспринимали это так, как будто бы там прилетел какой-то дизайнер с другой стороны, вообще ничего не понял, там нарисовал какой-то типовой знак, как он бы поставил где угодно еще, и типа сидит довольный. Снова кто-то будет недоволен, потому что мы вот когда делали навигацию, дизайн для Белградского парка Звездера, там определенная была стилистика иконы, которая там идет из определенной эстетики там, в изобразительной культуре Сербии. Но все равно был там один комментарий, помнишь, что нам сказали, но что вы там взяли, это же Южная Сербия, а не Центральная, ай-яй-яй. Но это единственный такой был комментарий. Но это принятие, мне кажется, вот это инструмент принятия, чтобы эту схему посчитали своей, да, то есть как раз нужно учитывать визуальные какие-то особенности, визуальную культуру этого места, чтобы не казалось, что как чужеродные здесь вляпали что-то, а я должен страдать от этого. Мой любимый пример по этому поводу — это, я уже не помню, то ли я это сам заметил, то ли кто-то мое внимание обратил, что в Нидерландах дорожный знак начала населенного пункта, знаешь, где там такой силуэт, типа города нарисован просто без названия. Там среди вот этих зданий, силуэты, которых нарисованы, есть мельница. Вот, а в других странах там нет мельницы. Как бы все понятно, что за знак, тебе не нужно переучиваться, но ты такой, о, прикольно, у них тут своя фишка местная. Вот это, мне кажется, отлично. Вот так оно и должно быть, что если ты куда-то приехал, и там есть какая-то вот своя деталь, то пусть она проникает везде. Но ты же понимаешь все равно, что это за знак. Это не то, что там просто знак мельницы в круге, там, не знаю, на зеленом фоне, и ты должен почему-то это понять. Нет. Он такой же, как ты его ожидаешь увидеть. Ну да, потому что вот здесь вот, например, есть знак «пешеходная дорожка». Чем она теперь отличается от знака в России? Вот, как ты думаешь? То есть там тоже идет взрослый какой-то, ведет за руку ребенка, но тут ребенок девочка. То есть как бы не только там в России там это почти всегда будет мальчик. Вот такой какой-то интересный нюанс. Но мне кажется, он много о чем говорит. Блин, это вообще довольно сложная тема, потому что на нее можно под разными углами посмотреть. С одной стороны, вроде бы логично, что может быть и мальчик, и девочка, да, и нужно их как бы в равной степени представить. И нехорошо, если у тебя есть перекос. Это мы поддерживаем, эту идею. С другой стороны, мальчик у тебя нарисован, ну, как бы просто, типа, там, палки и кружочек, да, то есть он, в общем-то, довольно бесполое существо. Можно сказать, что это, ну, типа, просто иконка человека. Но тут, кто-то скажет, что несправедливо, да, что просто иконка человека — это типа мальчик. Но почему мы думаем, что это мальчик? Почему мы не готовы поверить, что это девочка? Потому что у него не нарисованы косички. А тут тебе уже скажут девочки, а почему это вы считаете, что у девочки обязательно должны быть косички? То есть можно же посмотреть на это и так, что когда мы начинаем рисовать девочку, у нее появляются какие-то атрибуты стереотипно девчачьи. Юбочка, косички, там что-то еще. Ну да, с одной стороны так, с другой стороны, если это как бы комбинируется, если на одних знаках так, на других так, на третьих так, наверное, общий образ складывается плюс-минус нейтральный. Да, ну вот просто я к тому, что есть еще и вот этот слой, что для кого-то сама вот эта стереотипная подача тоже может быть триггером, и тебе это все как-то надо учитывать. И, конечно, вот твоя мысль о том, что может быть там и так, и сяк, у меня следующая мысль, что а почему бы нам не нарисовать там, не знаю, 20 разных иконок людей, чтобы даже мы не могли по части из них делать выводы о том, какого они пола, потому что это вообще не важно в контексте перехода, но просто вот они разные. У кого-то длинные волосы, у кого-то короткие, кто-то в юбке, кто-то в штанах, кто-то там с портфелем, да, кто-то еще какой-то. И тогда в этом намного больше жизни, и типа все понятно. Но тут опять начинается момент, что, ну, не будет ли какой-нибудь
какой-нибудь водитель или кто-то считывать в этих деталях какой-то смысл, который туда не закладывали. Вдруг он подумает, что это что-то другое значит. Ну, короче, такая очень тонкая Скользкая игра. тема. Мне кажется, вот Apple в свое время как бы обезжизнили все свои иконки людей. Я когда-то писал, мне кажется, лет 10 назад, если не больше, пост про то, что фигово делать иконку человечка в виде просто кружка и полукруга снизу. Ну, что он не настоящий. Круче, когда у него есть там какая-то прическа, еще что-то. Но, видимо, когда ты начинаешь рисовать прическу, у него сразу появляется какой-то пол или, может быть, там еще что-то, что может быть нехорошо. И вот Apple постепенно пришли к тому, что у них все человечки вот такие дурачки. Типа полукруг и круг над ним. Ну, не классно же, люди же разные. То есть мы стремились как будто бы показать вот это разнообразие, там, принятие отличий и все такое. И в итоге вместо того, чтобы это разнообразие действительно вокруг нас было, мы, наоборот, все свели к какой-то примитивной форме. Короче, вот это мне не нравится. Я не знаю правильный ответ, но он не настолько простой, чтобы просто дорисовать половине пешеходных этих знаков дорожки в косичке. Потому что мне кажется, тут это особенность сербской культуры. Они, знаешь, к каким-то вещам относятся более легко и позитивно. Не легкомысленно, а именно более позитивно. То есть для них важна где-то эмоция. А мы, как люди северные, нам где-то там, знаешь, может быть, без эмоций лучше, чем с эмоцией. В этом отличие все-таки севера и юга достаточно сильное. Я вспомнил, прости, про свой косяк именно в культурном понимании, когда мы выпустили схему Минского метро давным-давно, нарисовали с ребятами. Там я получил такой ушат говна, какого я ни за одну свою работу не получил, потому что, ну, там были основные подписи станции кириллицей и подписи типа латиницей. И, разумеется, как и во всех своих других проектах, я писал такую латиницу, чтобы ее мог понять человек, ну, как бы сторонний турист, что вот он читает, и как можно более похоже это на то, как вот эта станция читается. Я понятия не имел, что, оказывается, у белорусов есть какое-то свое представление о латинице, которое называется словом «латинка», или, может быть, не так произносится, простите меня, дорогие белорусы. И, короче, у них там свои какие-то представления, какие-то им там нужно ставить акценты над буквами. Я говорю, так а как? То есть человек должен понять, что если у него там на «Ц» какая-нибудь там крышечка или палочка, то это вдруг читается «Че». Это же надо тогда конкретно знать чешский. А там вот в сербском том же, там типа ударение ставится, чтобы было «Че». И во всех этих языках с акцентами там черт ногу сломит, они везде значат разное. Получается, что вы и латиницу тоже хотите для себя написать. А я-то для туристов же это пишу, а не для вас. Вы уже и кириллицу прочитали, успокойтесь, оставьте вторую строчку другим людям. Но нет, это невозможно было. То есть просто было столько ненависти и злобы, что как будто я прям оскорбил всех белорусов тем, что я не учел вот эту их... И вы переделали в итоге или нет? Чем это кончилось? Так оставили? Ну нет, у меня была мысль, что можно сделать... Ну, типа, там, теоретически, если там какой-то еще будет второй подход, там же у них открылась новая линия метро. То есть, если мы там когда-нибудь доберемся сделать следующую версию с этой новой линией, понятно, что я уже это как-то учту. Но как именно это учесть? Ну, то есть, я думаю, что это должна быть какая-то интерактивная хрень, где ты выбираешь себе, как это сделать, какие там слои включить-выключить, чтобы каждый мог себе настроить под себя, и уже тогда, если теоретически там какие-нибудь, не знаю, Минский метрополитен захочет эту схему, то уже можно принимать решение, исходя из всех политических требований, какую именно комбинацию слоев. Мне кажется, что это вот момент, который ты затронул, он лежит уже чуть-чуть в плоскости политики и вопроса национальной идентичности. Потому что есть, условно говоря, не знаю, там, английский язык, ну, к примеру, и там вот он есть английский язык, какой-то официальный, там, в Англии, например, у них там есть латинский шрифт, да, и все хорошо. Например, вот в Сербии, к примеру, просто вот есть кириллица официально, есть латиница, еще латиница, она же здесь со всеми знаками, но при этом в обычной жизни люди используют так называемую лысую латиницу, когда им неохота вот эти знаки использовать, они просто пишут, ну, и как бы, как с буквой «ё». Да, то есть мы же тоже не пишем там всегда буквы. Но, ну да, в обычной переписке, имею в виду вот так вот, в быту. Вот. Но при этом понятно, что если что-то там сделать не так, то все скажут, что это вы наше культурное наследие портите. Мы когда делали
шрифт, мы когда делали навигацию для парка, как раз там мы прям свой шрифт сделали специально для этого проекта, заморочились, для того, чтобы как раз через него культурная особенность сербской кириллицы транслировать в идентике. Угу. И самое смешное, что мы от сербов, наоборот, получили только позитивные отклики, что спасибо, сделали нам кириллический шрифт, он бесплатно выложен, потому что традиционно есть нехватка кириллических шрифтов здесь. Угу. Просто дизайнеры мало делают кириллических шрифтов. Но вот от русскоязычных людей получили такую тонну хейта, а все потому, что они привыкли читать кириллицу, как будто есть только русская кириллица, и никакой другой нет кириллицы. Mm-hmm. Поэтому, когда они увидели там букву «Е», которая написана не так, или там еще что-то, у них просто бомбануло, что это здесь за страшное. То есть люди как раз наоборот проецировали свой опыт на другой алфавит, да, и как бы был такой негативный, супер-мега негативный хейт, но это очень забавно, это вот обратная ситуация тому примеру, который ты про Минское метро говорил. То есть люди, приехавшие, пытались сказать, что вы неправильно делаете, но... В сербской латинице, помимо того, что там куча каких-то букв непривычных, я вот обращаю внимание на то, что букву «Л» они спокойно пишут в виде просто вот так вот двух палок, да. Что по-русски считается таким, лоховским видом буквы «Л». То есть так может быть, но это из серии там ребенок написал, а как бы взрослая буква «Л», она должна быть, вот такая. И ни в одном серьезном шрифте ты такой «Л» не найдешь, вот типа просто палка, с две палки в смысле. А тут как бы спокойно, то есть на знаках везде, то есть я думаю, что это тоже, видимо, не случайно. То есть, видимо, здесь это какая-то более... Тут много нюансов есть, там буква «Б» пишется по-другому, там, чем мы привыкли и так далее, чуть-чуть. Но это вот как раз вот вопрос того, что, мне кажется, вот шрифтовые особенности точно глубже изучать, когда что-то делаешь, потому что тут легко попасть в какой-то действительно просак. Вот. Скажи, ты когда путешествуешь, то есть, я так понимаю, ты тоже много очень черпаешь из путешествий, для себя открываешь, осмысляешь. А как ты стараешься фиксировать свой опыт? Просто фотографируешь, делаешь какие-то заметки, еще что-то. Вот мы тут делали подкаст с Сережей, рассказываем, он рассказал, что знаешь, не знаешь его? Лично не знакомый, но в интернете... Да. Он сказал, что, говорит, я все фотографирую, и даже не важно, что я потом это пересматриваю, но, говорит, сам процесс фотографирования, когда ты на чем ты концентрируешься, он у тебя отражается в памяти. Вот как ты этот опыт в себя собираешь, чтобы он просто не потерялся? Есть и то, вот что ты сказал, да, что процесс фотографирования, что ты как будто даже просто сам факт, что ты остановился на что-то, там как-то ты боковым зрением увидел, что ух ты, что это такое, пока ты там достал телефон или фотоаппарат там раньше, уже ты больше внимания этому уделил. Но бывает и другое, что ты что-то сфотографировал типа просто мимоходом, а уже потом дома, разгребая эти фотки, заметил там какую-то деталь, которую ты на месте еще не заметил. Я правда, уже на 3 года отстал от своего как бы реального времени с разбором фоток из путешествий, но я пишу посты какие-то, причем, не просто типа там в такой-то город съездил, вот вам 20 фотографий. То есть я и такое пишу, а потом, может быть, еще какой-нибудь пост конкретно там про уличные таблички, про там автобусы, про какие-то еще детали, там, не знаю, колодцы. Вот, и я что-то собираю. И я стараюсь на каждой фотке, если там есть какая-то штука, которая вот особенная, не просто красиво, да, что-то там мое внимание привлекло, я это пишу. И помимо того, что контент какой-то получается, вот я сам в этот момент это все как-то больше впитываю. Погружаешься, разбираешься в этом, получается. То есть это в том числе способ как раз изучить, внимательнее изучить то, на что ты понаблюдал. Да, и иногда я записываю себе, то есть бывает, что ты где-то что-то нафоткал, ты понимаешь, что потом ты, когда это посмотришь через 3 года, ты не вспомнишь, что именно тебе в этом показалось интересным. Вот, и тогда я либо саму фотку подписываю, я в какой-то момент обнаружил, что на айфоне можно подписать фотографию. Это не очевидный ход, но когда у тебя выбрана фотка, ее можно как бы проскроллить вниз, где все вот эти параметры, там какая-то выдержка, всякая херня, и там есть какое-то поле, куда можно вписать текст. И оно потом синхронизируется, то есть когда ты смотришь на компе или там на другом неважном устройстве, оно там тоже есть. Вот, и так можно что-то себе подписать. И плюс я иногда просто в заметке пишу, что типа там вот так-то что-нибудь делают. Вот это, мне кажется, очень важный способ познания реальности, не просто наблюдать, но еще и что-то для себя помечать, записывать. Слушай, вот ты в начале беседы сказал про то, что дизайнер должен обладать некоторой смелостью, как я это понял, смелостью, стараться повлиять на пространство вокруг Я вроде себя. не сказал, что должен.
Ну окей, может обладать. Я думаю, что никто ничего не должен. Может обладать такой смелостью. И тут момент, степень вот этой вот смелости, да, то есть ты, например, в своих каких-то разговорах говорил о том, что можно там взять, например, чуть-чуть изменить геометрию города на карте для того, чтобы она выглядела более правильно, да, там геометрию линий. Но кто-то может сказать, это нарушение реальности, ай-яй-яй, это плохо, на самом деле все не так. Насколько эта смелость, она действительно важна, нужна, а может быть, это просто наглость дизайнерская, вот так вот вмешиваться и что-то менять? Ну, мне кажется, что нету предела смелости, просто делай, что хочешь. Но дальше внимательно слушай, что тебе отвечает Вселенная. То есть, ну, очень тупо сделать какую-то штуку. И ограничить себя, ты имеешь в виду? И потом, как бы, ну, не слушать, что тебе говорят. Но еще глупее даже не делать. То есть откуда будут браться новые решения, откуда будут какие-то там находки возникать, если не ты их будешь делать. Это же, ну, не просто фигура речи. Я просто реально не понимаю, как люди рассуждают, когда они говорят, что там, типа, как можно было там поменять что-нибудь, это же так всегда делали. Ну, в смысле всегда. Ну, кто-то когда-то придумал так делать, кто-то когда-то додумался, что может быть алфавитный указатель там на карте, да, в котором там по квадратам вот этим там 8 тебе показывают куда-то. Вот когда-то этого не было, кто-то это придумал, это, в принципе, не очень удобно, а когда это появилось, скорее всего, это вообще взрывало мозг, но, тем не менее, это какой-то способ что-то найти. Если ты придумал другой способ или какую-то еще другую такую штуку, то как же ты узнаешь, работает она или нет, если ты ее не внедришь? То есть в этом смысле я всегда призываю всех смело все пробовать. И другое дело, что дальше... То есть нужно, во-первых, понимать, как оно именно будет работать. То есть ты хотя бы сам себе должен объяснить, какой ты видишь путь того, что люди это там поймут, как они этим будут пользоваться, когда поймут и так далее. Ну и главное, что да, если там не сработало, как-то там ты решил, ну окей. Вчера вот после этого Урбан-феста ко мне подошел парень и давай мне рассказывать, что моя схема подмосковных электричек ужасно неудобная, что на ней ничего не понятно и так далее. Ну, честно говоря, странный был разговор, потому что он как будто бы пытался задать вопрос, но у него никак не получалось сформулировать это как вопрос, то есть он просто, типа, наезжал на мою схему. Поэтому я не знал, что ему ответить. Но при этом, ну, он несколько сказал содержательных вещей, да, по поводу того, что там не так. И я вот думаю теперь, да, что можно еще поделать. Ну, как бы я и знал про те проблемы, которые там есть, потому что он не первый, кто об этом говорил. Но это как бы еще раз повод, вот если бы у меня представился случай ее переделать, еще один повод как бы по-другому подумать о тех вещах, которые там смущают. Ну, просто пока что нет повода ею заняться. Скажи, пожалуйста, про критику. Вот мы тут, ты сам немножко про критику сейчас начал говорить. Дизайнеры часто чувствительны к критике, ну, это объективный факт. Вот, и многие люди переживают, что вот мы там что-то делали, положили столько сил, труда, энергии, а потом нам идет какой-то там мотивированный или немотивированный хейт или не хейт, неважно что-то. И для многих это на самом деле препятствие что-то делать, вот такое, что действительно начинает на что-то влиять. Это обратная сторона влияния. Чем ты больше что-то делаешь, что влияет, тем ты больше получаешь обратные связи, всегда структурированные. Как ты с этим живешь, справляешься, что ты посоветуешь вообще людям, кроме того, что давайте будем хладнокровными и выделять, ну, как бы какие-то предметные вещи? Слушай, ну это вопрос какой-то очень, на самом деле, намного более широкий, чем про дизайн. Я чем больше вот живу, тем больше вообще наблюдаю за тем, как люди проявляются в жизни, там, в отношениях, в каких-то реакциях, тем больше понимаю, что мне каким-то чудом просто повезло быть очень устойчивым и уравновешенным, что какие-то вещи, которые людей выбивают из колеи, меня не так уж выбивают из колеи. В этом смысле я как будто бы не совсем вправе что-то советовать, потому что, ну, если я скажу, да просто не парьтесь, ну,
как будто бы мне, видимо, почему-то легче не париться, а кому-то не так легко не париться. И что вот я ему скажу? Я не чувствую, почему им это не так легко. Но вот этот случай с Минском, он меня реально... То есть мне прям было эмоционально тяжело. То есть не то, что я как бы не получил того эффекта, на который рассчитывал, и типа там какая-то неудача, да, как, не знаю, там в игру проиграл. А именно я прям расстроился, что ну как же так? То есть я же вот сделал хорошую работу, а там не просто критика, а там прям, ну, реально ненависть, как будто вот, ну, не знаю. Это было неприятно. Но это вот единственный случай за всю жизнь, который я помню, вот именно в работе, что просто болезненно было это читать. А когда люди пишут, ну, просто, что там что-то им не нравится, ну, мне как-то, не знаю, ну, вот, видимо, меня это так не задевает сильно. Мне скорее... Я просто такой, ну, круто, вы мне бесплатно дали каких-то мыслей, сейчас я из них возьму что-то ценное на ус намотаю, так сказать. Давай чуть-чуть такую тему затронем про AI. Ох, так. Да, уж много все говорят. Резкий переход. Да, резкий переход, ничего страшного. Ага. Все говорят про AI в иллюстрациях, все говорят про AI там, в интерфейсах, что, да, там, и еще что, каких-то инструментов, которые помогают дизайнерам или их заменяют дизайнеров из профессии, кто-то там переживает, что их выгонят. Вообще, вот интересно, AI с точки зрения применения к навигации и к транспортным схемам, он как-то применим, на твой взгляд? Не знаю, пока ничего не видел такого, но как будто бы если несколько лет назад я и в книжке в своей про транспортные схемы я писал, что там всю жизнь все такие, ну вот это же чисто логическая какая-то задача, да, там линии как-то правильно провести, типа, в какой-то момент компьютеры научатся, но все какие-то попытки это сделать были абсолютно чудовищно плохи. И я писал, что, ну, типа, наверное, можно себе это представить теоретически, но на практике ничего даже отдаленно напоминающего решения пока нет. И сегодня это по-прежнему так, но сегодня я уже, когда смотрю на то, что там всякие нейросети делают, я думаю, что, ну, можно представить, наверное, что как-нибудь нейросетями эта задача будет решаться, что, типа, если дать все вводные этой штуке, и показать ей все схемы в мире со всеми еще комментариями, да, там, дать ей мою книжку прочитать, чтобы она знала, там, что важно. И потом вот у нее есть данные о конкретной транспортной системе, то, наверное, она что-то сможет нарисовать, кажется. Ну, сейчас еще не может, но как будто уже перестает это казаться чем-то магическим, начинает казаться чем-то, что, к чему мы, может быть, придем через там, несколько лет. Ну, пока еще дизайнер транспортных схем безопасности. А я в этом не вижу никакой опасности, честно говоря. Ну, это тоже вопрос такой дискуссионный. Кто-то прям видит, кто-то не видит. Кто-то говорит, что его там уволят или понизят ему зарплату, кто-то говорит, что нет. Ну, видишь, тут вот опять я вот эту штуку вообще никак не чувствую, потому что кажется же, что смысл моей работы не в том, чтобы линии двигать и гнуть, а в том, чтобы понять, чего я хочу в результате увидеть. Меня, ну, типа, окей, там, лет 15 назад я мог просидеть несколько дней безвылазно в иллюстраторе, выгибая там всякие линии, расставляя подписи, и что-то в этом медитативное было. Сегодня я этим не могу себе представить занимающимся, то есть это очень утомительно. Поэтому, если этого можно будет не делать, то я вообще, это отлично, слава богу. То есть ты вот эту тупую работу делать перестаешь, а ты просто влияешь на результат. Ты описываешь, что ты хочешь, тебе там машина за 2 минуты сгенерировала, ты там почесал голову, такой, типа, слушай, а давай вот так попробуем эту линию провести, что тогда? Она там покрутила колесико. То есть ты, наоборот, такой инструмент хотел бы получить? Ну, конечно. То есть мне же важно, чтобы в итоге все было по-моему, но как это будет достигнуто, не так важно. То есть чем быстрее, тем лучше. То есть я вижу свою как бы роль тут именно в том, чтобы знать, что получить. Как ты считаешь, дизайнер это... Ну, я, кстати, в том интервью слышал мысль твою, что ты считаешь, что все дизайны хороши. И те, которые про красоту, ну, вот тоже в ташкентском, и те, которые про какой-то смысл, и те, которые там технические и так далее и тому подобное. Вот. Эта мысль на самом деле мне откликнулась, ну, потому что действительно есть как будто бы, знаешь, такие в сообществе дизайнеров есть вот это медитативное утверждение всегда. Если дизайнер не создает никакой там смысл, или там, что дизайн это не про красоту, это не про там что-то еще, это там что-то глубже и так далее. Вот. И как будто бы немножко это иногда начинает в какую-то там религию, не религию превращаться в что-то такое. Я так понял, ты считаешь, что пусть цветут все цветы, и люди занимаются тем, что у них хорошо получается,
И если это востребовано, то и хорошо. Ну, я думаю, да. Да даже если не востребовано, но человеку в этом хорошо. Бывают же там люди, которые просто, не знаю, художники, вот просто рисуют что-то, им в этом хорошо. Им вообще пофиг, им не надо там, чтобы они обогатились на этом. Им просто вот они делают то, к чему у них душа лежит. Ну, прекрасно. И мне кажется, что если из такой мысли исходить, то не надо людям бояться идти в сферу рисования там, транспортных схем, просто пробуйте что-то делать в своем масштабе, да, то есть двор, не знаю, там школа, подъезд, маленький городок, еще что-то, парк. Как будто бы не надо для этого заканчивать 100-500 университетов. Надо просто пробовать и общаться, и смотреть, погружаться в это, да? Ну, то есть, во-первых, как будто кажется странным даже сама идея, что я должен кому-то что-то разрешить, то есть в моем понимании это по умолчанию. Все могут делать, что хотят. Вот ты родился, у тебя планета, ну как бы что? Ну я не знаю, кто-то может в Бога верит, и для него это какое-то ограничение. У меня нет ограничений никаких. Просто что хочешь, то и делай. Какая мне разница, что кто-то скажет, что я недостоин того, чтобы это делать. Просто его мнение не имеет значения. В этом смысле я как бы о себе как-то слишком много не думаю. То есть, мне кажется, вот кто-то, если нас слушает и сомневается, и вдруг из-за того, что я что-то сказал, у него мнение поменялось, это странно. Ну, то есть, типа, кто я такой, чтобы тебе вообще давать там решать? То есть, ну, если это кому-то поможет, если у кого-то есть какие-то сдерживающие там факторы, что он что-то не делает, и надо, чтобы я сказал, типа, делай, ну, как бы окей, хотя это странно. Просто все могут делать, что хотят. Это с одной стороны. А с другой стороны, из этого не следует, что получится хорошо. То есть, как бы, когда ты сказал, что там все дизайны хороши, ну нет, я частенько критикую разные дизайны. Вот. Но мне бы никогда там язык не повернулся сказать кому-то, что типа тебе не стоит заниматься дизайном. Вот как бывает, там люди спрашивают. Я помню, там еще в бизнес-линч когда-то там на студию Лебедева присылали люди какие-нибудь работы с вопросами, типа, стоит ли мне продолжать заниматься дизайном. Я думаю, господи, да почему же тебе не плевать на Тёмино мнение? Если ты хочешь заниматься, занимайся. Если не хочешь, не занимайся. При чем тут вообще студия Лебедева? Вот это непонятно. Но в дизайне при этом может получиться говно. Это на самом деле и нормально. Другому никак. Какое-то количество говна, и если человек хочет расти, он потом будет расти. Угу. Сложно расти в дизайне, не делая плохо вначале. Ну да. Это, мне кажется, неизбежный кусок образования. В общем, транспортный дизайн – это не какой-то заповедник старых матерых дизайнеров, которые освещены силой урбанистики. Нужно просто смело туда шагать, если хочешь. Я вообще ничего не знаю про урбанистику особо, так что нормально. Ну да. Слушай, спасибо, что сегодня поговорили. И тебе спасибо. Что согласился. Мне кажется, было сегодня очень интересно. Вот, мне понравилось. Спасибо. Да. Всем пока. Счастливо.